Здравствуйте, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода, с нами Андрей сегодня. Здрасте. Да, у нас сегодня будет обзор на достаточно уже редкое оружие. Такое это тотем даже, это уже не оружие. 66-го года. Андрей, пожалуйста, что это за оружие? Это ИШ-12 1966 года выпуска. В свое время оружие массовое. Ну, на данный момент в хорошем состоянии сохранились, конечно, если поискать. Ну, не так уж и много. Его сейчас выпускают под маркой МР-12, по-моему, называется. Да. На Ижевском механическом заводе. Вот. Оружие. Я у него, естественно, не первый владелец. Куплено мной в магазине в Самаре, в комиссионном магазине. Что про него еще рассказывать? Ну, давай так, Андрей, во-первых, что это такое у нас? Это ружье. Да, это гладкий ствол, 12-й калибр, однозарядное, одноствольное оружие. Ага. Вот. Дальше поехали. Значит, что ты здесь менял, не менял? Нет. Я, когда покупал его в магазине, для него купил сразу пластиковый обвес. Чтобы оно, так оно по умолчанию весит, если мне память не изменяет, 2,4 килограмма. Вот в дереве. Пластиковый обвес должен был мне компенсировать еще 400 грамм. Ага. Для чего оружие это покупалось? Значит, для ходовой охоты с собакой по перу. То есть это перепел, куропатка зимой, вот, и утка. Ага. Именно ходовая охота. Потому что ходишь много, оно практически ничего не весит. Что, ты его раз под руку взял, и можно шагать. Рюкзачок на спине, собака бегает, отлично. Вот что, скинулся, выстрел, оно легонькое, пушистое, ничего не весит. Вот. Но после того, как привез домой, повертел его в руках. Оно в магазине мне сразу понравилось. А это повертел в руках, так сказать, прошелся маслицем по нему и понял, что дерево я менять на пластик не буду. 100%. Да, потому что у него такие, ну, как можно сказать, классические элегантные обводы. Да, его приятно держать в руке, приятно с него стрелять. Единственное, надо не забывать, так как вес маленький, легается как лошадь. Да. Бьет в плечо очень сильно. Да. Ну, это потому что вес у ружья для легкий. ребят скажем, да, то есть предлагаю все рассказывать и показывать, как это физика для домохозяек называется по-русски. Ребят, кто с оружием еще не очень знаком, прямая пропорция. Чем оружие тяжелее, тем отдача меньше. Соответственно, чем оружие легче, тем отдача больше. Тут все просто. Что такое выстрел? Да? Это взрыв. Но из-за того, что он у нас фиксирован, да, с одной стороны, то есть весь взрыв направлен в одну сторону просто-напросто. Поэтому в обратную сторону у вас получается удар. Отдача. Здесь, я так понимаю, Андрей, мы сейчас, конечно, попробуем все это. Килограмм 30, не меньше, я думаю, отдача. Я не знаю, не замерял, но если вкладку не довложился, то есть если оставил дистанцию хотя бы сантиметр, синячище обеспечен. Да. То есть ей прям надо четко вложиться, прям прижать к себе и выстрелить. Да. Потому что она не, вот ошибок она не прощает. Да. То есть синяк оставит. У меня мой дробовик-то тоже, да, в соревнованиях, я с которым выступал, он тоже 2300 сейчас весит. Я его настолько облегчил. Ну и сейчас здесь ни галоши, ничего нет, то есть здесь вот все у меня жестко, же так же, да, у меня все жестко, и я после 100 выстрелов уже мне прям, на соревнованиях мне под конец всегда очень хорошо становится. Вот, и еще чем хорошо, на мой взгляд, это оружие, если брать для начинающего, это повышает культуру выстрела. То есть ты ценишь каждый выстрел. Да. Ну, мы же сейчас люди все современные, покушать в магазине есть всего много, да? Ну, то есть мы на охоту ходим зачем? Мы ходим так сказать, с природой пообщаться, подышать свежим воздухом, посмотреть на красивые закаты, рассветы. То есть добыча, ну, во всяком случае, я про себя говорю, да, добыча для меня далеко не самое важное. Я очень часто не стреляю, когда вот красиво взлетает птица, вот засмотришься на это дело, ну, пусть ладно летит. Собака, конечно, бегает, смотрит на тебя, типа, пап, ну ты что, не выстрелил? Да. Вот, я очень часто не стреляю. Вот, и поэтому вот ходить, бродить, прям отличное ружье. Потому что я охотился, у меня и пятизарядка есть, и помповый, да, ты знаешь, да, и полуавтомат, да. И это когда встал куда-нибудь, да, в кустике, там, в камышек, и ждешь налетов, да. А вот когда ходить, бродить, вот эту вот штучка удобная. Ну, да, это по птице, да, все же получается у нас. Пули, почему зайка, пожалуйста? Ага, а пули, как ты думаешь, можно с него пули стрелять? Можно, потому что ствол абсолютно гладкий, здесь сужений никаких нету. Мы сегодня попробуем, нету, да. Я взял и пулю картечь с собой. Да, то есть здесь никаких запретов нет. Единственное, да, что это, если мы идем уже по крупному зверю... Ну, на кабана бы я не советовал с ней идти. Абсолютно верно, потому что заряд один, да, кабан иногда... Если хорошо лазишь по деревьям, пожалуйста. Да. То есть либо хорошо лазить по деревьям, либо берем с собой другое оружие на кабана. Так, Андрей, покажи, пожалуйста, как, ну, грубо говоря, функционирует оружие. Как функционирует? Оружие в данный момент разряжено. Патронник у нас пустой.
Для того, чтобы зарядить оружие, надо нажать на эту скобу и открыть его. Патронник пустой. Значит, здесь есть эжектор, который помогает тебе потом извлекать стрельные гильзы. Вот. Вставили патрон, оружие защелкнули, и у нас есть индикатор взвода. То есть его как видно зрительно, так и ощущается он пальцем. Отлично. То есть мы видим, что оружие на боевом взводе. Отлично. Здесь есть предохранитель. То есть в данный момент он готов к стрельбе. Сюда нажимаем, да. Вот, потому что здесь его видно, ну, красненькой красочкой покрашено. То, что оружие снаряжено и готово к стрельбе. Слушай, отлично. Вот. Для того, чтобы произвести выстрел, надо повернуться в сторону мишени, снять с предохранителя и вложиться и произвести выстрел. То есть сложного ничего нету. Для перезарядки, опять же, мы нажимаем сюда, оружие открывается, гильзу выкидываем, вставляем новый патрон. Если мы снарядили, но решили по каким причинам не стрелять, нам надо снять оружие из боевого взвода. Для этого мы выжимаем эту скобу и нажимаем на, на спусковой крючочек. Все, оружие снято из боевого взвода. Отлично. То есть все просто, Андрей, до безобразия. Снизу тут что-то. Вот, это что такое? Это для того, чтобы цевьё снять. Вот Это что. используется при разборке оружия. А давай уж тогда и разберем сразу, Давай покажем людям, как его разобрать, почистить Так, потом. да. Ну, чистить очень просто его. То есть это снимается. Вообще элементарно. Да. Вот. Здесь Инженерам нашим переламывается респект, ствол, конечно. все, Отлично. оружие разобрано. Чистить, да, ну, попшикали нужными средствами, погнали ёршиком, да, потом тряпочкой все это дело протерли, снаружи вытерли. Шикарно. Вот. ОСМ там раз в годик можно разбирать и чистить его. То есть здесь тоже никаких сложностей нет. В интернете посмотрите. Сейчас, естественно, мы его не будем разбирать на морозе. Да, на морозе. Вот, да, тут отвинчивается болтик, вынимается, все хозяйство промывается, смазывается, вставляется обратно. И вот, ты знаешь, Андрей, у меня все-таки статистика уже по оружию накопилась определенная. Как у нас раньше вот с душой просто, понятно, да, Андрей? Вот ну не дать не взять. Все понятно, про любой человек это может сделать. Ну, так-то да. Так же, как, в принципе, автомат Калашникова, да, там, посмотрев один раз, ты его разберешь спокойно и соберешь. Точно так. Это у меня к Бинелли, я все, вопросы, блядь. Там просто надо магом, блядь, в обратную быть. сторону, да, ну просто раз и защелкивается. Для того, чтобы снять, опять эту лапку нажимаем и снимаем. Шикарно. Все очень просто. Все готово. Андрей, за сколько ты его купил, мы не сказали? Так, купил я его за 5000 рублей. Это было 3 года назад. Ну, то есть даром, по-русски Да, говоря. еще раз скажу, в комиссионном магазине. Вот, состояние ствола у нее идеальное. Вот, насколько я знаю, мне сказали продавец, значит, это принес дедушка старенький свое ружье. То есть, я так понимаю, я у него второй владелец. Вот. Класс. Да, дедушка за ружьем следил. Ну да, немножечко на дереве видно следы использования, но хотя бы, во всяком случае, лаком он даже вот следы какие-то заметил, он покрывал. То есть, видно, за оружием следили. Шикарно. Здесь, да, ни ржавчинки, ничего нету. Ствол, еще расскажу, идеально красивый, идеально кругленький. Внутри тоже хром весь сохранен. Да, оружие изнутри ствол хромированный. У меня, кстати, тоже на Эмарке по какой-то причине тоже ствол хромированный. Они всегда хромируются. А, да? Да. Вот, до него предшественники, это, как назывались, ИШ-56, по-моему, врать не буду. Вот, они были с черными стволами. Вот, и предыдущая версия, она, кроме того, еще была курковой. Вот. То есть это первая одностволочка бескурковая. Интересно. То есть такое. Андрей, кому ты посоветовать, пожалуйста, можешь? Посоветовать, конечно же, это любителям, ценителям одного выстрела. Тем, кто по перу охотится, вот как я, да, не для добычи, а для души. Ну, взял птичку, хорошо, не взял, ну и слава богу, пусть летит, размножается. Вот, ну и продавать его, естественно, я не хочу и не собираюсь, потому что оно мне нравится вот таким, какой оно есть. Шикарно, шикарно. Да, для начинающих, еще раз говорю, для тех, кто хочет действительно учиться стрелять, конечно, идеально это ездить на ранчо, учиться стрелять. Да. Мы, кстати, да, на ранчо, мы забыли про это сказать, на Куйбышевске, ссылочки все в описании, приезжайте, пожалуйста, вам здесь всегда рады. Да, вот, то есть после того, как поездил на ранчо, пошел на охоту, вот если его взять, прям, ну, отлично. Да, многие сейчас, как называют их, пулеметчики, да, которые там 5-7 выстрелов и бам-бам-бам-бам-бам в небо. Да, птицу проводить салютом тоже надо красиво. Да. Естественно, для женщин и легковесных стрелков, ну, я как говорил, да, можно заработать синяк. Да, я бы, да, не рекомендовал. Но такое оружие выпускалось в 16-м и в 20-м калибре, насколько я знаю, выпускалось. Ну вот. То есть, да, там можно, если такое найти, то это просто будет и эстетично, и не больно. Да, 20-й это вообще, то есть это разница кардинальная. Кстати, объясню. Не все, наверное, знают, кто нас смотрит, да, что такое гладкоствольный калибр. Нарезной калибр у нас, понятно, это, допустим, 7,62 или там 5,45. Это диаметр
ну, нарезов, не пули, нарезов в стволе, то гладкий ствол, тут вообще все интересно. Как всегда мы историю уходим в Англию, Ну, да, у нас выходе ничего фунты. страшного. И, значит, вот сколько из свинца, из, по-моему, фунта, я точно не помню, по-моему, из фунта свинца можно вылить пуль для гладкого ствола, такой-то калибр и есть. То есть пропорция обратная. В нарезе, соответственно, у нас там 12-й калибр, да, 50-й магнум, например. Это у нас, соответственно, там 50 калибр, 12,7 миллиметров. То есть это очень большая пуля. То здесь наоборот. То есть здесь, например, 12-й калибр, значит, что для этого калибра из фунта свинца можно вылить 12 пуль. 20-й калибр, логически кажется, что он 20, должен быть больше. Да. Но он меньше, потому что 20 пуль из того же фунта свинца можно вылить. Ну и так далее, так далее, так Диаметр далее. пули меньше, вес пули меньше. Конечно, конечно. То есть вот, как я всегда говорю, оружейники всегда хотят всех людей в мире запутать. Потому что здесь, по-моему, диаметр 15,6, если я не ошибаюсь, у 12-го калибра, ну плюс-минус. Но это очень, ну, большой, Очень много, это большой конечно. калибр. Да. И Вот и очень всё. много джоулей в выстреле. Да. Очень большая останавливающая сила у него. Кошмарное, да. У меня, кстати, отдельное видео есть, я там ссылочку в описании, я там спокойно все рассказываю про эти калибры. Сам уже забывать, Андрей, стал, если честно. Ну, значит, надо приложить эту ссылочку. Я чтобы люди приложу, посмотрели. да, ссылочку, кому интересно будет, посмотрите. Там нарез, не нарез, гладкий ствол и так далее. Так, что, предлагаю приступать к стрельбам, постреляем, попробуем, почувствуем. Обязательно. Да, не летом, да, сниматься? Ну, я сегодня вот весь день, считай, здесь ничего. Нормально экипировался, все тепло, хорошо. Все, оружие готово к бою. И гильза сама не Удобно. выпрыгивает, но она выдвинута. Удобно. Удобно. Раз, ее выкинул. Ароматно. И еще Да, разочек. порох так пахнет, чудо. Да. Ну, сейчас на предохранитель не буду ставить. То есть, все очень элементарно. Шикарно. Очень удобно понимать, оружие у тебя на боевом взводе или нет. Провел пальцем и ощутил, что пимпочка выглядывает, все оружие на боевом Шикарно, взводе. шикарно. Да. Снять с боевого взвода. Нажимаем на скобу, на спусковой крючочек, все, он снялся. Ага. Так, ну что, пробуем, первый выстрел. Пробуем, как оно легается. Положись. Делаю. Нет, Ну ты мужчина крупный, я мощный, да. и вкладка у тебя правильная. Интересно, да. Очень удобно, все-таки легается, ну, для меня, да, во мне 100 килограмм, вполне комфортно, то есть нету какого-то там прям вот страшного легания. Сейчас покажу еще, как посмотрим, как вынимать, удобно или нет, извлекать. Так, оп, опа, пожалуйста, спокойно. То есть наши предтечи, будем говорить, ребят, прямо, очень хорошо понимали в оружии. Вот чем больше я таких оружий испытываю, которым много лет уже, тем больше это понимаю, что раньше отношение было совершенно другое к оружию. Не как сейчас. Оп. Шикарно. Ну, при перезарядке понятно, тут надо приловчиться, быстро Да, это да, делать, да. Вот, ну, однако же. Оп. Кстати, опять же, на охоте и так далее, то есть, если в дробовиках, да, обязательно флажочек вставлять, то, в принципе, в переломных ружьях достаточно, даже если здесь патрон, его открыть. Выстрела никакого не будет. Совершенно верно. Является хорошим тоном, даже вот на охоте, когда два охотника встречаются, да, если переломчики, их переломили, на руку положили, Да, можно да. спокойно разговаривать. Я смотрел их, вот особенно не английскую Да, охоту, да, Андрей, да, люблю да, да. смотреть. Их вот так носят просто спокойно. Он раз быстро его тик, и Совершенно готово. верно. Так, сейчас испытываем, ну, грубо говоря, и мою меткость и ружья. Попробуем стрельнуть по большой мишени пулей. Пуля у нас серьезная, 40 грамм. То есть это будет сейчас отдача хорошая. Вкладываемся нормально, ребят, не забывайте. Целюсь примерно в середину. Ну и еще одну. По-моему, ниже ушла. Ну давай сходим, скорректируем. Да нет, сейчас посмотрим. Потом сходим, проверим. Так. Ага. А, ниже. Ниже, да, чуть-чуть? Видно. Но они рядышком. Ага. Так, открыли ружье, пойдемте.
А вот они, да, Андрей. Да? Чуть Два- ниже. два выстрела. Слушай, ну нормально. Это вполне достойно. Ну, к любому оружию надо привыкать. Да. У современного оружия, да, сейчас идет планка для прицеливания. Ага. Здесь же есть вот маленькая планочка Ага. и мушечка. Соответственно, тебе просто надо привыкнуть. Когда вкладываешься, тебе надо мушечку посадить ровно посередине Ага. планки. Потому что влево-вправо, понятно, у тебя будет отклонение влево-вправо. А ты, скорее всего, просто, ну, почему вниз ушло? Потому что, скорее всего, ты этой планочкой накрыл мушку. Поэтому да, у тебя да, вниз да, я ушло. так стрелял, А тебе да. надо, чтобы она ровно сидела, Ага. пенечек. Так, картечь у нас 32 грамма по патрон. Картечь 8,5. Максимальная. Отлично. Отлично. Завершаемся. От меня, значит, вкладка 5 баллов однозначно. Прицельные приспособления, прицельность там, стрельбы 5 баллов однозначно. Ты, ребят, если честно, ну как ты его оценишь? Вот это же, ну, Ну да, это оружие для души. это для души. Уже Это да, прошло однозначно столько 5 лет баллов. после даты его производства. Это просто Да. 5 баллов. То есть всем, да, кому в кайф, вот такой один точный выстрел, просто походить, как Андрей уже говорил, однозначно рекомендуем их поискать. Оружие шикарное. Да, ну, потому что много, да, его выпускалось, но в хорошем состоянии можно найти, прям легко можно. Как вот повезет, как у меня дедушка пришел, сдал, Да, я купил. да, шикарно вообще. Че, вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода, не забывайте подписываться, хотите помочь каналу, ссылочки в описании, на раньше ссылочки в описании, на Андрея тоже ссылочка будет в описании. Но у меня нет YouTube канала. Но приезжайте на ранчо, учитесь стрелять, учитесь владеть своим оружием. Да, пока-пока.